Друзья, всем привет! Это первая серия про мой новый проект модульного конструктива Next Module. Что это вообще такое? Представьте себе широкий модельный ряд компактных модулей, из которых можно собрать довольно сложное, навороченное, но при этом довольно компактное устройство. Это просто, быстро и доступно широкому кругу DIY-энтузиастов. Каждый модуль выполняет одну либо несколько простых функций, чаще всего одну. Это может быть модуль памяти, модуль с сенсором, модуль ввода-вывода, интерфейсный модуль, радиомодуль или, например, модуль с дисплеем и кнопками. Модули хорошо отлажены и работают надежно. Пользователю доступны полные принципиальные схемы и легковесные SDK с простым API для работы с каждым модулем. Спецификации конструктива открыты. Кроме того, никто не мешает делать свои DIY-модули, используя как основу простую и дешевую макетную плату. В этом видео я расскажу про основные фишки и особенности конструктива, покажу вам те модули, которые первыми будут отлаживаться. Ну и прежде чем мы с вами продолжим, я хочу поблагодарить тех, кто поддержал мой канал на Boosty и Patreon. Ссылки на эти сервисы будут первыми в описании к этому ролику. Давайте посмотрим на конструктив более детально. Что из себя представляет модуль? Модуль — это квадратная печатная плата с размерами 42 на 42 мм. Углы скруглены, по углам располагаются крепежные отверстия. Есть два межмодульных разъема по 20 пин. Это сквозные межмодульные разъемы. Наверх торчит мама, а вниз торчат штырьки, то есть папа. Это позволяет такие модули непосредственно друг с другом соединять в одну вертикальную стойку. То есть это способ вертикального масштабирования устройства. В то же время есть способ и горизонтального масштабирования. Это делается при помощи объединительных плат, я их называю хабами. Они могут быть разного размера и позволяют объединить электрически и механически несколько стоек вот таких из модулей. Есть еще один способ электрического соединения нескольких стоек. Это можно сделать при помощи шлейфов с ADC разъемами. Это не очень удобный способ из-за того, что шлейфы переплетаются, но тем не менее такой вариант тоже возможен. Важной особенностью является то, что все контакты всех межмодульных разъемов, неважно, это просто отдельно стоящий модуль, либо несколько стоек, объединенных хабом, все контакты всех межмодульных разъемов будут оказываться в одной сетке с шагом 2,54 мм. Это очень важно и нужно для того, чтобы можно было несколько таких стоек, допустим, воткнуть в одну макетную плату со стандартным шагом 2,54 мм и на макетке электрически соединить, например, стойки, то есть использовать макетку как хаб. Либо можно на макетке расположить ваши какие-то компоненты, ваш функционал реализовать, либо вообще маленькую макетку использовать как свой такой DIY-модуль. Что касается крепежных отверстий, их можно использовать для крепления модулей внутри корпуса и для крепления между модулями. Это можно выполнять при помощи латунных стоек, либо нейлоновых стоек, или более дешевый вариант, использовать можно длинные винты, либо шпильки с проставками пластиковыми между модулями. Расчетное расстояние между модулями на данный момент 12 мм, но оно еще в дальнейшем может немного скорректироваться. Вот так выглядит модуль в общем виде. Я хочу обратить ваше внимание на то, что при необходимости вывести с модуля какие-то разъемы, элементы индикации или управления на боковины, на боковые стороны, 2 из 4 боковин заблокированы межмодульными разъемами. Да, это такое ограничение этого конструктива механическое. При создании любых стандартов некие ограничения приходится принимать. И в данном случае вот такие ограничения здесь есть. В то же время большинство модулей используют только одну боковую сторону для вывода либо разъема, либо это кнопки, либо индикаторы, или может быть даже маленький узенький дисплей. Так вот, в этом конструктиве есть возможность любые модули в конструктиве поворачивать на 180 градусов. То есть если мы с вами для примера возьмем какой-нибудь CAN-модуль с CAN-разъемом на одной из сторон, то этот разъем можно расположить либо с задней стороны устройства, либо с передней, на выбор. И так с любым модулем в устройстве. Как это электрически достигается, посмотрим немного позже. Что касается межмодульного интерфейса, во-первых, хочу обратить ваше внимание на питание. Используются два напряжения питания, 3,3-вольтовое используется большинством модулей, и 5-вольтовое напряжение используется некоторыми специфическими модулями. При этом на распиновке линии питания расположены симметрично относительно центра модуля. То есть при повороте модуля на 180 градусов, во-первых, ничего не сгорает, во-вторых, все запитывается так же, как и до поворота. Что касается остальных пинов, здесь только цифровые интерфейсы и GPIO, то есть только цифровые сигналы.
В качестве основных интерфейсов используются I2C, SPI и UART. Мы с вами видим, что на распиновке присутствуют два интерфейса I2C, два интерфейса SPI и два UART. Почему именно два? Во-первых, удобно распределять модули по интерфейсам. У каждого модуля, который использует один из этих интерфейсов, снизу есть перемычки, которые позволяют, например, его интерфейс I2C подключить либо к нулевому, либо к первому I2C на распиновке. То же самое с SPI и с UART. Этими перемычками мы с вами можем распределять модули по интерфейсам, то есть балансировать нагрузку на шины, перекидывая между ними модули. Например, если у вас в устройстве есть дисплей с интерфейсом SPI, то я рекомендую его посадить на одну шину SPI, а все остальное с интерфейсом SPI посадить на вторую шину. Таким образом распределить нагрузку. Вторая причина, почему нужно вот это переключение между двумя интерфейсами, это возможность в этом конструктиве повернуть модуль на 180 градусов. При этом, если модуль, например, был подключен к I2C нулевому, то он окажется подключенным к I2C первому. В принципе, ничего страшного в этом нет. Если нет пересечения по адресам, то можно так и оставить, если устраивает распределение по шинам. Если же хочется оставить модуль на том же I2C 0, то необходимо переставить перемычки снизу. Помимо этих цифровых интерфейсов, все остальные пины это по сути GPIO, некоторые из которых могут работать в альтернативных режимах, например, как линии интерфейса CAN, либо линии интерфейса I2S, либо PWM выхода и так далее. Но, понятное дело, при этом при повороте модуля на 180 градусов придется переставлять перемычки снизу на плате модуля. Ну и вообще в целом все вот эти свободные пины GPIO, которые не используются в вашем устройстве, их можно использовать как чип-селекты для модулей с SPI интерфейсом. У каждого такого модуля должен быть свой отдельный чип-селект. Как сигналы для управления передатчиками радиомодулей, как сигналы, используемые некоторыми дисплеями для переключения между командами и данными и так далее. У некоторых модулей есть определенный набор своих служебных сигналов, и вот эти свободные GPIO можно использовать для этих целей. Теперь давайте посмотрим на те модули, которые я уже разработал. Они пока не отлажены, не собраны даже первые прототипы, точнее платы для прототипов уже приехали, их изготовил PCBWay. Ну а компоненты должны приехать в ближайшее время, они едут чуть дольше. Ну и как только приедут, видимо, в следующей серии про этот проект будем собирать платы прототипов. Ну а пока, чтобы было какое-то представление о том, что это будут за модули, какой у них функционал, как они выглядят, я вам покажу их в виде 3D-модели, в виде описаний. Давайте рассмотрим модули CPU. Глобально есть две разные версии модулей CPU. Это модуль на основе микроконтроллера ESP32S3, это более мощная версия ESP32 от компании Espressif. И второй вариант это модуль CPU MicroMod. То есть компания SparkFun, у нее есть серия плат MicroMod, это такие маленькие процессорные платы с разъемом M2. Они вставляются в материнские платы. И таким образом у них собирается плата с нужным функционалом. Этих процессорных плат много разных, порядка 10 штук. Там есть платы на разных платформах, это микроконтроллеры разные, в том числе с радиоинтерфейсами. И даже одна плиз. То есть вы выбираете между гибкостью и эффективностью. ESP32 это очень мощный микроконтроллер с Wi-Fi Bluetooth, с большим объемом флеша и оперативы. И он достаточно дешевый. В то же время, если вам нужна гибкость, если нужно выбирать между платформами и быстро между ними переключаться, переходить, то лучше выбрать CPU MicroMod. Это решение более дорогое, но позволяет гибко выбирать платформу. Ну и каждый вариант давайте вкратце рассмотрим. Что касается модуля на базе ESP32S3. Здесь вы получаете модуль на базе очень мощного микроконтроллера с двумя симметричными ядрами и тактовой частотой до 240 МГц, 16 МБ SPI флеша и 8 МБ псевдостатической памяти, причем в ESP32S3 именно контроллер памяти усовершенствованный и оператива здесь используется псевдостатическая, она более быстрая, по более быстрому интерфейсу подключена, Octal SPI. Обеспечивается пропускная способность до примерно 80 МБ в секунду, что для псевдостатической памяти довольно много. Кроме того, есть быстрая статическая память, встроенная в сам микроконтроллер, но объем небольшой, 320 килобайт. Также в этот же микроконтроллер встроен Wi-Fi и Bluetooth Low Energy 5 версии.
Есть две пользовательские кнопки со стороны антенны, располагаются 3 RGB светодиода на базе чипов WS2812, то есть это управляемые цифровые светодиоды. Они расположены рядом с разъемом USB-C. Ну и одна из основных фишек, из-за которых был выбран именно ESP32S3, это возможность внутрисхемной отладки прямо через USB интерфейс. То есть не нужен никакой дополнительный внутрисхемный отладчик. Просто подключаете плату через USB-C и получаете возможность ставить точки остановок в программе, выполнять пошаговое выполнение, смотреть состояние памяти, всех переменных и так далее. Ну и второй вариант модуля CPU MicroMod. Как видите, можно выбрать из 10 вариантов плат SparkFun MicroMod и установить их в слот M2, закрепить винтом. Таким образом, есть возможность выбрать из множества разных платформ. Также есть 3 управляемых светодиода, там же расположены. Для внутрисхемной отладки здесь отдельный разъем есть с интерфейсом SVD. Ну и назначение разъема USB-C зависит от установленной платы CPU. Ну и вот так выглядит плата на базе микроконтроллера ESP32S3 в виде 3D модели. Здесь модуль может быть запаян не обязательно такой со встроенной антенной, может быть запаян аналогичный модуль, но с антенным разъемом, чтобы можно было антенну вывести кабелем наружу. Здесь преобразователь питания, 3 светодиода, USB-C разъем. Эти кнопки для аварийной прошивки через UART, если через USB не удается прошить. И 2 пользовательские кнопки, от которых, возможно, в следующей ревизии я откажусь. Посмотрим. А это модуль для использования с процессорными платами SparkFun MicroMod. Все, в принципе, то же самое, только есть разъем для внутрисхемной отладки отдельный, нет пользовательских кнопок, ну и, конечно же, M2 слот для установки процессорного модуля. В остальном здесь все так же, как и на плате для ESP32S3. Дальше у нас интерфейсные модули, их всего 4. Это модуль Ethernet, CAN, RS485 и RS232. Все 4 предлагают гальваническую изоляцию. Что касается модуля Ethernet, он построен на готовом Ethernet контроллере от компании WiseNet, модель W5500. Это контроллер, который покрывает все уровни модели оси, кроме прикладного. Фактически мы по SPI, взаимодействуя с этой микросхемой, управляем TCP соединениями или UDP соединениями. Здесь применена референсная схема от чипа W5500. Единственное, что используется отдельный трансформатор, не встроенный в Ethernet разъем, а отдельный. Плата выглядит следующим образом. Тут довольно специфический разъем применен, потому что стандартной высоты не лезли в пространство между модулями. В результате выглядит все вот таким образом. Тут, кстати, можно разобраться с тем, каким образом ставятся перемычки. Как видите, здесь 8 перемычек, и обозначения есть слева и справа, и они разные. Как с этим разобраться? Подсказкой служат вот эти вот стрелочки. Они есть на всех абсолютно модулях. И что важно при установке перемычек, на какие пины мы попадем? Это зависит от того, как ориентирован модуль относительно ориентации модуля CPU. Потому что именно модуль CPU определяет реальную распиновку межмодульных разъемов. Так вот, чтобы правильно установить эти перемычки, нужно посмотреть, как именно ориентированы вот эти стрелочки на модуле CPU относительно направления стрелочек на модуле Ethernet. И если на модуле CPU стрелки направлены влево, то первой перемычке будет соответствовать пин IO1. В случае, если на модуле CPU стрелочки направлены вправо, то этой перемычке будет соответствовать пин IO15. И такая же, в принципе, система везде, на всех перемычках, на всех модулях. То есть она может быть недостаточно интуитивной, чтобы догадаться о ней сразу, но один раз с ней разобравшись, дальше уже ее легко применять. Давайте посмотрим на модуль CAN. Он может быть в устройстве только один, потому что в ESP32S3 только один CAN-контроллер. В случае, если необходимо больше CAN-интерфейсов, можно другой модуль разработать на отдельном CAN-контроллере с интерфейсом, например, SPI. Но не знаю, насколько это будет востребовано. Итак, на этом модуле CAN-трансивер располагается.
Быстрая гальваническая изоляция от китайского производителя. Это емкостная изоляция. Я впервые ее применяю. Посмотрим, как она себя покажет, пока непонятно. Есть терминирующий резистор, который переключается DIP-переключателем. Ну и индикаторы есть активности RX и TX. Вот так модуль выглядит в 3D. Здесь, кстати, гальваническая изоляция является опциональной. То есть можно не запаивать вот эти компоненты. Вот эта микросхема гальванической изоляции двухканальная. Вот этот DC-DC, его емкости, вот эти емкости. Если все это не запаять и при этом запаять вот сюда перемычки, раз, два, три, 4 перемычки, то модуль превратится в точно такой же, но без гальванической изоляции. Дальше модуль RS485, он подключается к UART, к одному из двух UART на межмодульном разъеме, и реализует этот интерфейс. Здесь не используется аппаратное автоматическое управление направлением передачи, которое требуется для трансивера RS485. Здесь только ручное управление. Я смотрел схемы автоматического управления, но все они, по-моему, не будут работать во всех условиях, при всех скоростях. В общем, как только найду хорошую схему автоматического переключения, тогда ее попробую реализовать. Здесь используются аналогичные конмодулю гальванические изоляторы. Единственное, что это более медленные версии и они более дешевые. 150 килобот они обеспечивают. И здесь пришлось поставить две микросхемы как раз из-за того, что каждая микросхема двухканальная. И нужно для RX, TX два канала. И плюс еще для управления трансивером один канал. Поэтому здесь две микросхемы гальванической изоляции. В остальном все просто. Трансивер RS485, DC-DC, индикаторы. Тоже есть терминирующий резистор, который включается джампером, ну то есть DIP-переключателем. Ну и в принципе все. Ну и в 3D модуль выглядит следующим образом. Здесь тоже гальваническая изоляция является опциональной. Можно запаять вот эти перемычки и не запаивать вот эти две микросхемы с обвязкой и вот этот DC-DC с емкостями. Здесь перемычек побольше. Есть перемычки выбора UART. Есть перемычки, задающие, какой именно пин будет использоваться в качестве пина управления трансивером для переключения его в передачу. И можно статический логический уровень задать. То есть модуль, чтобы был всегда либо передающим, либо принимающим. Это используется, когда нужен интерфейс не RS485, а 422. Это просто однонаправленная версия 485 интерфейса, в котором не нужно переключение направления, просто один такой модуль будет включен в режиме передатчика, а второй в режиме приемника. И такие два модуля реализуют один RS422. Ну и последний интерфейсный модуль, это модуль RS232, он устроен похожим образом на модуль RS485, только уже одной микросхемы гальванической изоляции здесь достаточно, двухканальной. Ну и трансивер, вместо трансивера RS485 применен трансивер RS232 со стандартной его обвязкой. Здесь была проблема у меня с разъемом. Дело в том, что DB9 стандартные, они не подходят здесь ни по высоте, ни по ширине. Хотя вот контактная часть достаточно компактная, но вот сам разъем на плату почему-то достаточно крупный. Поэтому, чтобы продолжить отладку аппаратной части, я применил разъем 8P8C, такой же, как на Ethernet модуле. Ну и индикаторы здесь тоже отдельно не выводил, использовал индикаторы, которые встроены в разъем. В этот разъем можно подключить довольно распространенный переходник для консольных портов и на выходе получить уже правильный компортовый разъем. В 3D модуль выглядит следующим образом. У него, так же как и в предыдущих случаях, гальваническая изоляция является опциональной. Вот эти перемычки запаиваются, если гальваническая изоляция не нужна. Давайте посмотрим на модули дискретного ввода-вывода. К аналоговому вводу-выводу еще предстоит только подступиться. Там нужны разные варианты по напряжению, потоку, специфические. В общем, это целая история. Что касается дискретного ввода-вывода, я разработал три модуля. Модуль 8-канальный дискретного ввода с групповой гальванической изоляцией, 8-канальный модуль дискретного вывода и модуль 16-канальный ввода-вывода. Давайте по очереди по ним пробежимся. Модуль дискретного ввода 8-канальный
предназначен для подключения к выходам типа мокрый контакт. То есть, другими словами, нужно подавать напряжение на входы для того, чтобы эти входы сработали. При этом поддерживается подключение к выходам стандартных датчиков, типа датчиков приближения. На них подается питание, и у них на выходе появляется либо 0, либо единица. То есть либо к земле они тянут, либо к плюсу, в зависимости от типа выхода. Бывают два типа выхода, NPN либо PNP. Оба типа выхода поддерживаются таким модулем дискретного ввода. Поскольку этот модуль построен на I2C расширителе от Texas Instruments TCA9534, он не предназначен для высокочастотных сигналов. То есть до килогерца, чуть выше он переварит, даже если несколько модулей будет стоять на одной шине, он будет работать нормально, но для более высокочастотных сигналов, десятки килогерц, сотни килогерц, нужен уже другой модуль с более быстрыми оптопарами и без I2C расширителя, а с прямым подключением к GPIO. Оптопары, которые применены в этом модуле, они имеют два светодиода встречно включенных, поэтому срабатывают на ток, текущий в обоих направлениях. Это позволяет сделать модуль совместимым с выходами NPN типа и PNP типа. То есть на разъеме 8 контактов для 8 входов и один контакт общий, COM. Этот COM подключается либо к плюсу питания, либо к минусу, в зависимости от типа выходов, к которым подключается этот модуль. Ну и здесь внизу приведены две типовые схемы подключения к выходам NPN типа и PNP типа. Принципиальная схема выглядит следующим образом. Здесь на входе токограничивающие резисторы, оптопары, резисторы подтяжки и RC-цепочка для фильтрации. Дальше этот сигнал поступает на два триггера Шмидта. Они добавляют гистерезис и снижают количество ложных срабатываний. Светодиодные индикаторы и I2C расширитель. В 3D плата выглядит следующим образом. Вот это два триггера Шмидта по краям и посередине I2C расширитель. Здесь я ломал голову над тем, как бы вывести индикаторы, вот эти 8 индикаторов, куда-нибудь поближе к разъему. И все варианты на промежуточных платах, которые я рассматривал, не выглядят красиво. Поэтому я решил попробовать здесь применить световод, который должен крепиться вот в эти 4 отверстия в плате. Ну, то есть вставляться и с обратной стороны заплавляться. Не знаю, что из этого получится, возможно, идея не сработает, но по крайней мере попробую. Снизу на плате есть 3 адресные перемычки, которые позволяют задать I2C адрес у GPIO расширителя. Таким образом можно на одну I2C шину посадить до 8 таких модулей, а учитывая то, что I2C шин 2, то получается в устройстве может быть до 16 таких модулей 8-канальных. Модуль поддерживает выдачу логического нуля на пин int, и вот этими двумя перемычками можно подключить сигнал int модуля к межмодульному интерфейсу. Таким образом появляется возможность быстрее среагировать на изменение логического уровня на каком-нибудь из входов модуля. Поскольку эти выходы int, они реализованы как открытый коллектор, то можно параллелить эти инты у нескольких модулей, но при этом следует иметь в виду, что при появлении логического нуля на инте мы не будем знать, в каком именно модуле произошло событие, нужно будет опросить подобные модули, у которых инты запараллелены. Дальше у нас 8-канальный модуль дискретных выходов. Выходы у него транзисторные, реализованы они при помощи ULN2803, это 8-канальный аналог ULN2003. По 500 мА на выход. Модуль не подает питание на выходы при срабатывании, вместо этого он выходную клемму замыкает на землю. То есть для управления нагрузкой необходим внешний источник питания по отношению к модулю. Здесь представлена распиновка разъема модуля и типовая схема подключения к электромеханическому реле. Поскольку в LN2803 встроены диоды защиты от самоиндукции, при подключении индуктивной нагрузки к модулю, например, обмотки реле, можно эти диоды задействовать. Именно для этого на разъем выведена клемма плюс V, она подключается к положительному полюсу источника питания, от которого будут запитываться реле. И таким образом через диоды эти токи самоиндукции будут сливаться. Как видите, напряжение источника питания и, соответственно, напряжение, на которое рассчитана нагрузка, никак не связано с модулем, со схемой основного устройства. Поэтому
напряжение это может быть разным, может быть 24 вольта, может быть 12 вольт, что достаточно удобно, потому что реле тоже бывают разные. По принципиальной схеме здесь все просто. Вот она ULN2803 в качестве транзисторной сборки, светодиодные индикаторы и I2C расширитель. В 3D плата выглядит следующим образом. Здесь я использую ту же самую идею со световодами. Попробуем ее, не знаю, сработает она или нет. Тут достаточно мало места над разъемом, чтобы вывести световод. Но я думаю, попробовать стоит. Также здесь есть адресные перемычки на нижней стороне платы. И микросхема используется I2C расширителя та же самая, что и в модуле дискретного ввода, поэтому адреса у них не должны пересекаться. Ну и последний модуль дискретного ввода-вывода это вот такой модуль DIO16. У него 16 входов-выходов, можно программно выбирать, какой из них будет входом, какой выходом, можно читать состояние входа и устанавливать состояние выхода. Все это делается по интерфейсу I2C, реализован модуль при помощи микросхемы Texas Instruments TCA9535. В 3D плата модуля выглядит следующим образом. Здесь я тоже пытаюсь использовать идею со световодами. Снизу мы видим перемычки выбора I2C адреса, то есть до 8 таких модулей может быть на одной I2C шине и до 16 модулей в одном устройстве. Также этот модуль поддерживает выдачу сигнала INT, аналогично модулю DI8 ISO. Ну и выбор канала I2C, к которому модуль будет подключен. Тут все достаточно просто. Дальше давайте посмотрим на модули источников питания PSU-DC и PSU-AC. Эти модули служат для запитки устройства, в первом случае от постоянного напряжения в диапазоне от 7 до 40 вольт, а во втором случае от переменного напряжения из розетки в диапазоне от 90 до 265 вольт. Что касается PSU-DC, по сути он состоит из двух DC-DC преобразователей. Первый для получения 5-вольтового напряжения, а второй понижает это 5-вольтовое до 3,3 вольт. Эти напряжения подаются на межмодульный разъем, больше никакие сигналы не используются, то есть модуль достаточно простой. В модуле для запитки устройства от переменного напряжения сначала происходит преобразование из переменного напряжения в постоянное при помощи готового модуля Highlink HLK PM01. И после этого вторым каскадом происходит DC-DC преобразование 5-вольтового напряжения в 3,3 вольта. Модуль DC в 3D выглядит следующим образом. Используется круглый разъем для подачи входного напряжения. Есть индикатор, который загорается при появлении 3,3 вольтового напряжения. Ну и вот эта вот часть это первый DC-DC. И вот эта вот часть второй DC-DC. Модуль для запитки от переменного напряжения выглядит следующим образом в 3D. Вот это у нас AC-DC преобразователь от Highlink. У него довольно большая высота, хотя сам модуль относительно компактный, но для этого конструктива даже он слишком крупный. И это ограничивает использование, точнее компоновку в устройстве вот этого модуля. Он должен быть обязательно на нижнем ярусе. Есть плавкий предохранитель, причем, скорее всего, я его буду менять, потому что в этом формате очень узкий выбор предохранителей на напряжение 230 вольт, в основном на 125. Вот это варистор, то есть вся рекомендуемая схема входной части Highlink, она здесь реализована. Ну и в этой части платы располагается DC-DC, который преобразует 5-вольтовое напряжение в 3,3 вольта. Ну и еще одну особенность применения источников питания в устройстве тут необходимо прояснить. Дело в том, что в одном устройстве может быть несколько источников питания, их можно параллелить межмодульной шиной, они по сути параллелятся. Причем помимо двух показанных только что источников питания, модуль CPU процессорный, он тоже является по сути модулем источника питания, потому что позволяет все устройство запитать через разъем USB-C. Ну и вот эта схема поясняет, как именно развязываются выходы источников питания при помощи диодов шотки. На самом деле в любом источнике питания сначала получается 5 вольт, потом через диод шотки оно попадает на межмодульную шину. То есть на самом деле 5-вольтовая линия, она не 5-вольтовая.
на ней 4,8 вольта. И также из этих 5 вольт при помощи DC-DC получаем 3,5 вольта сначала, и при помощи диода Шотки это напряжение падает до 3,3 и подается также на межмодульную шину. Это сделано все аналогично во всех источниках питания. Эти диоды не позволяют току перетекать из одного источника в другой при различиях выходных напряжений. Впрочем, эта схема пока не проверялась, ее надо тестировать. Неизвестно, будет ли какое-то влияние этих импульсных источников питания друг на друга. Но в теории должно сработать, и таким образом можно резервировать источники питания в устройстве. Можно разнотипные источники ставить, либо однотипные от разных источников питания запитанные. В общем, вот такое решение. Не знаю, сработает или нет, будем пробовать. Следующий модуль – это модуль часов реального времени. Дело в том, что часы реального времени, встроенные в ESP32S3, задействовать невозможно, поэтому приходится использовать внешние часы. И также, помимо часов, этот модуль содержит микросхему EEPROM памяти для хранения различных конфигурационных параметров устройства. Модуль построен на базе RTC PCF8563. Он не пытается заряжать батарейку как аккумулятор, он только питается от этой батарейки. И для смены батарейки тут предусмотрен слот, который выводится наружу из устройства. Причем, учитывая то, что модуль можно повернуть на 180 градусов, этот слот может располагаться как в передней части устройства, так и в задней части. В 3D модуль выглядит следующим образом. В плате сделана фрезеровка, чтобы удобнее было батарейку извлекать. Микросхема RTC, микросхема EEPROM памяти. Ну и снизу перемычки для выбора I2C адреса микросхемы EEPROM памяти, для подключения выхода INT микросхемы RTC и для выбора I2C интерфейса для подключения вот этих двух микросхем к межмодульному интерфейсу. Следующий модуль – это модуль вывода стереозвука в аналоговом виде на разъем джек 3,5. Построен этот модуль фактически на одной микросхеме, это ЦАП от Texas Instruments PCM5120. На самом деле конкретно сейчас необходимости в том, чтобы вывести аналоговый звук, особо нет. Просто я сделал этот модуль для того, чтобы можно было протестировать работу интерфейса I2S, как он работает на разных процессорных модулях и так далее. Вообще для аудио есть много интересных микросхем с цифровым управлением, разные темброблоки, микшеры. Что-нибудь из этого наверняка в будущем еще разработаю, но пока для текущих целей достаточно такого простого модуля. В 3D модуль выглядит следующим образом. Принципиальная схема здесь используется референсная. Есть 3 перемычки, которыми выбирается, каким именно пинам межмодульного разъема будут подключаться линии интерфейса I2S. Ну, то есть в зависимости от ориентации платы разные сигналы должны использоваться. Ну и последний модуль полезен тем, что позволяет при помощи светодиодных индикаторов визуализировать активность на межмодульном интерфейсе. Поскольку там все сигналы дискретные, их можно визуализировать при помощи светодиодов. У модуля очень низкая себестоимость, он очень простой. Фактически здесь просто индикаторы с резисторами, разъемы и маленькая печатная плата. В 3D модуль выглядит следующим образом. Как видите, здесь у разъемов отсутствуют верхние части, потому что они бы загораживали свет от светодиодов. Ну и в принципе здесь сверху нет смысла что-либо подключать. Подразумевается, что этот модуль подключается к девайсу на время отладки и после отладки отключается. При проектировании я думал над тем, чтобы разделить модуль на 2 части, сделать 2 вот такие половинки, но тогда была бы проблема с обозначениями у светодиодов. В данном случае, если вот эти стрелочки, их направление совпадает с направлением стрелочек на модуле CPU, то и вот эти обозначения у индикаторов, они тоже соответствуют реальным сигналам на межмодульных разъемах. Вот так выглядит в 3D хаб 2 на 2, то есть он объединяет 4 стойки из модулей, электрические и механические. При этом соответствующие пины разъемов соединены на плате. И можно одну из секций удалить. То есть здесь сделаны пропилы, тут тоже отверстия. Можно
пропилить вот по этим линиям плату и, например, от этой секции избавиться. Если, например, в компоновке устройства что-то здесь другое предусмотрено, необходимо какое-то место. На плате каждая секция имеет буквенно-цифровое обозначение для того, чтобы на него можно было ссылаться в разных инструкциях. Например, я планирую сделать инструкцию, как собрать интернет-радио, например, или что-нибудь такое. И там в инструкции можно будет сказать, что этот модуль установите в такую-то секцию на хабе и так далее. Вот эти пады это просто для размещения каких-то дополнительных компонентов. Ну, здесь просто было свободное место, и чтобы оно не пропадало, я сделал пады, на них можно будет что-то напаять, перемычки какие-то пустить контактом межмодульных разъемов, может быть. Ну, в общем, просто на всякий случай. Ну, а это аналогичный хаб, но с размерами 1 на 2, то есть объединяет он только две стойки с модулями. Ну и есть еще вот такой портоборд. Это плата для прототипирования кусков схем с возможностью подключения к межмодульному интерфейсу Next Module. Здесь помимо обычных падов круглых располагаются места для запайки микросхем с разным шагом. Также есть места для запайки FPC разъемов под шлейф. Ну, в общем, в некоторых ситуациях такая плата может быть полезна. Друзья, на этом на сегодня у меня все. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть эту серию. Пишите, что вы думаете о проекте в комментариях. Ну, а я желаю вам удачи и успехов. Пока.